Доброе утро, добрый день или добрый вечер, мои дорогие друзья. Видео может быть снято в один временной промежуток, опубликовано в другой, а вы, естественно, его можете посмотреть совершенно третий. Поэтому всех приветствую. Так, сегодня вот просто не карта, а сегодня картина маслом, сегодня песня. В отличие от той сложности, с которой я столкнулся в прошлый раз, когда мы с вами разбирали четверку Пентаклей, кающуюся Марию Магдалину, как сам этот образ, созданный Гюставом Доре, ну, естественно, под влиянием множества других полотен, под влиянием в целом всей культуры, как он соотносится или в большей мере, может быть, даже и не соотносится с классической картой четверка Пентаклей из колоды Уэйта. А вот сегодня как раз, давайте я вам ее продемонстрирую, эту самую восьмерочку Пентаклей. Восьмерка Пентаклей, вот по Уэйту так она выглядит, и восьмерка Пентаклей, которая выглядит из колоды Гюстава Доре. Конечно, пока мы сейчас с вами чуть плотнее не погрузимся в этот образ, сложно увидеть какие-то прямые соответствия и понять, что здесь и к чему. Но, как это часто и бывает, на карте изображены конкретные персонажи. Если здесь есть некий собирательный образ, за которым очень легко спрятать и какое-то личное саморазвитие, и также предусмотреть там, какую-то финансовую сторону, то когда на карте изображены конкретные люди, так или иначе мы это все воспринимаем в кубковой масти, то есть в разрезе взаимоотношений между людьми. Если там, конечно, работа, то больше в такой жезловой масти. Но мы сейчас с вами поймем, что это все-таки больше про взаимоотношения. Знакомые персонажи? Где-то уже сталкивались с ними, попадались нам, Воос и Руфь. Не правда ли, да? Не так уж и давно они у нас были на разборе. А давайте я вернусь в начало всего, скажем, библейского повествования. И вот где они у нас были. Это у нас была двойка Пентаклей. Когда мы с вами разбирали Ноэминь и Руфь, там же я, сам того не подозревая, что в будущем у нас будет более подробно Руфь и Воос, мы там затронули и их взаимоотношения, Руфи и Вооза. И, в общем-то, так неплохо достаточно прошлись. Ну, нам это лишним не было ни тогда, ни сейчас. Тогда нам это вполне раскрыло образ самой Руфи. И на имени сейчас же мы вот прямо уже конкретно погрузимся с вами в восьмерку Пентаклей, вот в разрезе библейского повествования. Как это все выглядит. И что у нас на сегодня? На сегодня, конечно, у нас будет такая вот, я бы сказал, уже классическая часть, когда мы с вами займемся чтением непосредственно тех мест из Библии, которые касаются нашего повествования, посмотрим классические соответствия по карте, которая находится у нас в колоде Уэйта, посмотрим зодиакальный дом, который соответствует больше всего этой карте, и к моему удивлению, возможно и к вашим, это отнюдь не восьмой будет дом, нет. Видите, есть еще две интересных закладочки, одна из них называется «Сделка», а вторая называется «Prudence», вот что же спрятано там, также поговорим, обе они имеют отношение к нашей карте. Но это скорее уже такие, я бы сказал, факультативные занятия для тех отличников, которые решили досмотреть видео до конца, а не выключать его после часа или полутора просмотра. Итак, глядя на саму карту и на то, как она соотносится с гравюрой, видно, что почти все действие, которое изображено на карте, оно также присутствует и на гравюре. Ну, буквально, может быть, несколько персонажей, половина верблюда, еще какой-то человек попал за пределы кадра, но в целом вся суть становится понятна. Конечно, тот, кто смотрел урок «Двойка кубка», он сейчас прекрасно понимает, где здесь Руфь, где здесь Воос, хотя, может, его и не видно, но в целом картина ясна, о чем идет речь и что это такое. Но для тех, кто этот урок смотрит впервые, мы будем читать непосредственно отрывки из Библии и уже погружаться в него постепенно. Может быть, есть смысл напомнить относительно, небольшая предыстория относительно Руфи и Ноэмини, как это все выглядело. У Ноэмини было два сына, у нее был муж. Когда настали бедные времена в их родном городе Вифлееме, они отправились в землю Моавитскую за поиском счастья. И случилось так, что в той земле вначале умер ее муж, а спустя какое-то время умерло и два ее сына. И она осталась одна с невестками. Но когда она узнала весть Ноэминь о том, что на ее родной земле снова
стали хорошие времена, снова появились урожайные периоды, она решила вернуться на свою родину. Ну, естественно, говорит своей невестке и одной, и второй, что смысл вам возвращаться, что вам там ловить, что вам там искать, потому что, ну, ладно, я-то в свой родной дом иду, а у вас здесь есть дома ваших родителей, вы еще достаточно молоды, вы не оставили потомства, вы можете спокойно заново выйти замуж и жить здесь прекрасной счастливой жизнью. Одна из невесток, не помню, как ее зовут, Орфа, долго припиралась, но все же сдалась, а Наиминь не сдалась. И она таки пришла вместе, Руфь не сдалась, она таки пришла вместе с Наиминью в землю израильскую, и дальше вот разворачиваются события с тем, что она... Почему двойка кубка? Да? Потому что вот такая тесная была показана взаимосвязь, но также эту двойку кубков мы с вами растянули и на взаимоотношения между Воозом и Руфью. Кто такой Вооз? Вот сейчас мы о нем будем читать. Но есть понимание того, что Наиминь приходит вместе с Руфью в Вифлеем, они находятся в бедственном положении, ни у одного из них нет мужа. И для того, чтобы как-то выживать, Руфь говорит: пойду-ка я собирать колосья за жнецами, потому что как раз это было время жатвы. То есть получается, что есть сборщики урожая, которые на полях работают за наемную плату, а Руфь просто идет за ними, и те колоски, которые остались, она будет подбирать, чтобы принести домой, и с этого можно было как-то питаться. Значит, с чего начинается наша глава? У Наимини, это свекровь, у Наимини был родственник по мужу ее. Человек весьма знатный, из племени Елемелехова, имя ему Вооз. И сказала Руфь моавитянка Наимине: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам того, у кого найду благоволение. Она сказала ей: пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колосья позади жнецов. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елемелехова. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. И сказал Вооз слуге своему, приставленному к жнецам: чья это молодая женщина? Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал: это молодая женщина, моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. Она сказала: буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится здесь с самого утра доселе. Мало бывает она дома. И сказал Вооз Руфи: послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал слугам своим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хоть я и чужеземка? Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что ты сделала для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Она сказала: да буду я в милости перед очами твоими, господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из твоих рабынь. И сказал ей Вооз: время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. И села она возле жнецов, он подал ей хлеба, она ела, наелась и еще осталось. И встала, чтобы подбирать. Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около ефа ячмень. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала. И вынула Руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. И сказала ей свекровь ее: где ты собирала сегодня и где работала? Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала: человек тому, у которого я сегодня работала, имя Вооз.
И сказала Наиминь снохе своей: «Благословен он от Господа за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых». И сказала ей Наиминь: «Человек этот близок к нам, он из наших родственников». Руф Моавитянка сказала: «Он даже сказал мне: будь с моими служанками, доколе не кончат они жатвы своей». И сказала Наиминь снохе своей, Руфе: «Хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и на поле не буду тебя оскорблять на другом поле». Так была она со служанками Воозовыми, подмирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. И сказала ей Наиминь, свекрови ее: «Дочь моя, не поискать ли тебе пристанище, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, которого ты была, родственник наш. Вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помажься, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Когда придешь, тогда придешь и откроешь у ног его и ляжешь. Он скажет тебе, что тебе делать». Руф сказала ей: «Сделай все, что ты сказала мне». И пошла на гумно, и сделала все так, как приказывала ей свекровь. Вооз наелся и напился, и развеселил сердце свое. И пошел и лег спать подле скирда. И она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. В полночь он содрогнулся, приподнялся, и вот у ног его лежит женщина. И сказал ей Вооз: «Кто ты?» Она сказала: «Я, Руфь, раба твоя. Простри крыло твое на рабу твою, ибо ты родственник». Вооз сказал: «Благословенна ты от Господа, дочь моя. Это последнее твое доброе дело сделало ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых. Итак, дочь моя, не бойся, я сделаю тебе все, что ты сказала, ибо у всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная. Хотя и правда, что я родственник, но есть еще родственник ближе меня. Переночуй эту ночь. Завтра же, если он примет тебя, то хорошо, пусть примет. А если он не захочет принять тебя, то я приму. Жив Господь, спи до утра». И спала она у ног его до утра, и встала прежде, нежели могли они распознать друг друга. И сказал Вооз: «Пусть не знают, что женщина приходила на гумно». И сказал ей: «Подай верхнюю одежду, которая на тебе, подержи ее». Она держала, и он отмерил ей 6 мер ячменя и положил на нее, и пошел в город. А Руф пришла к свекрови своей, та сказала ей: «Что, дочь моя?» Она пересказала ей все, что сделал этот человек. И сказала ей: «Эти 6 мер ячменя он дал мне и сказал мне: не ходи к свекрови своей с пустыми руками». Та сказала: «Подожди, дочь моя, доколе не узнаешь, чем кончится дело, ибо человек тот не останется в покое, не кончив сегодня дело». Вооз вышел к воротам и сидел там. И вот мимо идет родственник, о котором говорил Вооз. И сказал ему Вооз: «Зайди сюда и сядь здесь». Тот зашел и сел. Вооз взял 10 человек из старейшин города и сказал: «Сядьте здесь». И они сели. И сказал Вооз родственнику: «Наимень, возвратившийся с полей моавитских, продает часть поля, принадлежавшая брату вашему, нашему Елемелеху. Я решился довести до ушей твоих и сказать: купи при сидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупить, скажи мне, и я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить, а по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю». Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наиминя, то должен купить и у Руфи Моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». И сказал тот родственник: «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить удела своего. Прими ее ты, ибо я не могу принять». Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и при мене. Для подтверждения какого-либо дела один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельство у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. И сказал Вооз старейшинам и всему народу: «Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимини все Елемелехова, и все Хилионова, и Махлонова. Также и Руфь Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его, и умрот место пребывания его. Вы сегодня свидетели тому».
И сказал весь народ, который при воротах и старейшинах: мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев. Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме». Ну и после всего этого мы с вами знаем, что у Ооза и Руфи также рождается сын по имени Авид, который, в общем-то, и становится одним из потомков один из потомков становится Иосифа, в колене которого рождается Иосиф, приемный сын Иисуса Христа. В общем, царская линия. Там идет Давид, там идет Соломон, и там вся вот эта вот линия, из которой в конце концов будет Иосиф, приемный сын Иисуса Христа. И таким образом вот эта вот династия, она дошла до самого Мессии. Итак, что мы с вами прочитали? Я, видите, сегодня читал без остановки. В принципе, повествование было не столь уж длинное, но оно нам дало ясно понять, как эти люди взаимодействовали между собой, что их связывало, на основании чего они строили свои отношения, как это все выглядело, как это все развивалось. И, конечно, согласно гравюре, у нас главный персонаж здесь Руфь, и мы сейчас поймем почему, особенно когда мы будем это разбирать не только в разрезе взаимоотношений двух людей, которые в итоге поженились и создали семью, а в разрезе того, а что же за персонаж у нас является Руфь. Это будет нам важно, когда мы будем с вами разбирать эту карту в разрезе саморазвития, в разрезе того, как человек проявляет себя в стихии жезлы, то есть на работе, в восхождении по какой-то иерархической лестнице. И особенно, когда будем также с вами разбирать и зодиакальный дом. Вот сам по себе образ Руфи здесь очень важен. Да, когда, еще раз повторюсь, мы перейдем с вами во взаимоотношения, нам будет важно смотреть, как здесь оба себя человека ведут, но Руфь здесь будет выступать у нас, скорее всего, главным персонажем, который клепает вот эти самые пентакли, который там способен бить в одну точку. И хотя здесь, может быть, вскользь упоминается относительно того, что Руфь, вот она собирала те самые колосья все время, пока жали ячмень и пока жали пшеницу, то есть достаточно длительный период. Но мы понимаем с вами, что она и до этого, не только понимаем, мы с вами это читали, что она и до этого прошла путь, будучи таким усердным человеком. Но я предлагаю уже в таком случае с вами перейти в значение и посмотреть, что же нам авторы приготовили в отношении вот этой вот классической карты по колоде Уэйта, и будем потихонечку ее сопоставлять с картой из колоды Гюстава Дере, периодически, возможно, затрагивая также прочитанное. Итак, восьмерка пентаклей. Тайна этого аркана – творить, а не гнаться за наградой. Он преподносит урок трудолюбия, умение превратить каждое действие в творческий ритуал. То есть, если так абстрагироваться и, глядя на эту карту, сказать, о чем она, то она говорит, конечно же, о труде. Помните, много уже раз я говорил вам, обращайте внимание на то, как карта выглядит сама по себе. Она статичная, она динамичная. И хотя пентакли у нас, напоминаю, что мы еще разбираем с вами пентакли, это у нас медленная стихия Земля. Но если мы вспомним с вами таких персонажей, как Паж жезлов, где у нас фигурировала Исфирь, если мы с вами вспомним того же короля жезлов, где у нас был Кир, то это те люди, которые, они, особенно Паж жезлов, двигались к намеченной цели. Это очень усердные люди, которые готовы трудиться, которые готовы бить в одну точку, которые готовы идти к поставленной намеченной цели. Поэтому в целом это можно говорить, что карта динамична, хотя человек сидит, но он занят каким-то делом. И причем, глядя по тому, как расположены эти пентакли и то, чем он занят, речь идет о каком-то порядке, о каком-то ритме. Можно впору вспомнить восьмерку жезлов, которую мы с вами уже разбирали, тоже восьмерка, также парная карта, которая нам говорила там о какой-то ритмичности, о том, как эти жезлы выстроены. Помните, да, нам череда случайных неслучайностей, которая случилась с Соломоном и так далее. Но давайте об этой карте. Мы явно что-то затеяли и чем-то заняты, все в наших руках и все идет правильно, но требует внимания к деталям и приложения усилий. Давайте сразу поговорим о Руфе. То, как она себя ведет, когда они возвращаются в Вифлеем,
им нечего кушать, и она вместо того, чтобы сразу пойти по родственникам, разузнать, что да как, она просто конкретно берет и делает. Она знает, что надо делать, идет и собирает колосья. Каждодневный муторный труд. Это тебе не жать, не собирать, а имеется в виду урожай большой, да, когда у тебя много пшеницы, ты ее складываешь в снопы, у тебя получается ее много. Нет, это надо ходить по одному колоску собирать. Такой как бы кропотливый, тщательный, мелкий труд. Не бывает неинтересной работы. Любая работа настолько интересна, насколько интересен ты сам. Также один из девизов и лозунгов этой карты. Эта карта символизирует глубокое удовлетворение, которое человек получает от отличного применения своих талантов и способностей. Планомерная, методичная, повседневная работа, предусмотрительное планирование, спокойная и осторожная упорядоченность всех дел. Вот об этой части уже как бы вскользь мы можем думать и о Воозе. Особенно по части, когда он все устраивал для того, чтобы жениться на Руфе, чтобы приобрести ее землю, да, вот такая какая-то спокойная, осторожная, упорядоченность всех дел. Мы видим такую же манеру поведения и у Руфи, которая по совету Наимини идет ночью к Воозу, и также вот она, помните, она одевается соответственно, она мажется благовонным маслом, она все делает и устраивает так, чтобы Вооз ее не отверг, обратил на нее свое внимание. Она может указывать на то, что в сложившейся ситуации проверке будет подвергаться наше терпение. Важно не сорваться и идти до конца. Это могут быть довольно жесткие, давящие ситуации, особенно в негативном карточном окружении, требующие неуклонного труда без аплодисментов. То есть Руфь, она не думала о том, что будет ей какая-то награда. Она просто приходила и собирала колосья. Она просто ушла из своей земли моавитской, пришла вместе со свекровью. И она не знала конкретно, что она будет делать, но она хотела быть с ней, и она понимала, что надо будет трудиться для того, чтобы было хоть что-то, что было хорошо. И она выбрала в виде такого временного труда это собирание колосьев. Такая вот монотонная, планомерная работа. И естественно, что не было видно конца и края. И, как говорится здесь, усилия, которые требуют неуклонного труда и без аплодисментов. То есть она не ожидала, что будет какое-то вознаграждение, что кто-то ее похвалит, что кто-то ее заметит в виде того же Вооза и каким-то неизвестным чудесным образом возьмет ее в жены, ибо она прекрасно понимала, что, во-первых, она вдова, во-вторых, она чужеземка, она моавитянка. А если мы сами помним, то Господь, в общем-то, Он заповедал не особо брать себе иноплеменных жен. Но иногда и это бывает полезно, особенно в случае каких-то разновидностей, в кавычках, звездной болезни. Но это, скажем так, уже в разрезе какого-то саморазвития, когда стоит усердно потрудиться. Труд облагораживает человека, он может выбить некую дурь из головы, и он поможет опуститься на нормальный уровень, если ты превознесся очень высоко. Не помню, дальше, по-моему, нигде не будет упоминания, но нам стоит сказать уже по аналогии с предыдущими уроками, для того, чтобы нам полнее раскрыть восьмерку, я вот приготовил 2 карты, стоит у нас вспомнить, что у нас было до этого, что у нас будет после этого. Я не знаю, я правильно держу для экрана или нет, но мы понимаем о том, что восьмерке предшествовала семерка. Семерка у нас предполагала некий такой вот отдых, да, как ожидание сделанного ранее, то есть сделано нами было что-то ранее, посеян в данном случае какой-то урожай, что-то было посажено, и мы ожидали, что оно даст плоды. Но по восьмерке нам Таро говорит о том, что не стоит сидеть сложа руки. Я уже не помню, в прошлый раз я пытался или в позапрошлый привести эту цитату, не совсем ее помню, слова Соломона относительно того, что что-то там делай утром, и делай вечером, не давай отдых руке своей, ибо ты не знаешь, какой из дел даст тебе свой результат. Вот по восьмерке об этом и идет речь. И мы видим теперь, к чему это приводит. Это приводит к девятке. Это приводит как раз к благоденствию, это приводит к богатству, это приводит к тому, что теперь ты не просто уже отдыхаешь временно, ожидая, когда поспеет урожай, а у тебя урожая уже столько, что ты можешь не так усердно работать, и ты можешь почивать на заслуженных лаврах, ты можешь уже, в общем-то, и не работать по девятке пентаклей.
И как раз вот понимание того, что было до этого и что у нас идет дальше, нам и вполне раскрывает эту карту. То есть оно нам говорит, что этому предшествует, что у нас должно быть в голове, какой настрой, несмотря на то, что все вроде бы идет неплохо и что скоро может быть какой-то урожай, но ты можешь все равно работать, ты как бы должен работать, какая-то такая вот усердная работа, ритмичная, работа на результат, работа одновременно на удовольствие. Когда человек вошел в тот самый рабочий ритм и начинает клепать те самые пентакли без того, чтобы остановиться и сказать, ну все, хватит, я уже сделал там 3, 4, 5, мне этого достаточно. Нет, он работает, работает, работает. И это приводит как раз к тому самому благоденствию. Если вспомнить с вами пример Руфи, то мы помним, что откуда она пришла со своей свекровью. И хотя у нас нет там такого какого-то прямого намека на семерку пентаклей, но какое-то, может быть, ожидание присутствовало относительно того, что вот придя в эту землю, придя в Вифлеем, где все-таки пришли урожайные времена, было ощущение того, что все начнет налаживаться, в отличие от земли Моавитской. То есть достаточно просто подождать, прийти и подождать. Но нет, она не дает отдых руке своей, она начинает работать без того, чтобы задумываться, надо это или не надо. Имеется в виду как работа на какой-то на процесс и на результат, да, вот собирание этих самых колосьев. И понимаем, к чему это потом приводит в итоге. Приводит к тому самому благоденствию, таким неожиданным образом, что ее жизнь устраивается, в первую очередь личная, семейная, а заодно получается и чисто материальный быт, потому что Бооз был состоятельным человеком. Так, на чем мы остановились? Тот, кто... Да, и теперь мы говорим с вами о саморазвитии, о том, как эта карта у нас проигрывается в стихии воздух, в стихии мечи, что нас побуждает работать над самими собой и что эта карта нам должна говорить об этом. У человека есть цель, и он прилагает все силы, чтобы ее достигнуть. Стремление научиться как можно большему, сделать как можно лучше. Конечно, сложно представить, чтобы, собирая колосья, Руфь видела в этом только свою цель и хотела сделать это все как можно лучше и делать как можно больше и как можно тщательнее. Но, тем не менее, ее вот такое вот старание, оно дало свои результаты. Стремление, кто знает, может быть, она настолько тщательно подбирала те самые колосья, что и это привело к тому, что Бооз обратил на нее внимание. В конце концов, мы с вами там читали. Помните момент, когда Бооз только впервые увидел ее и спрашивает, что это за молодая женщина? Ему говорят, что это Руфь, это невестка Наимини, и что она так много работает, что редко бывает дома. Вот как раз момент, который говорит об усердии человека. Возможно, ей достаточно было быстро по верхам нахватать каких-то колосьев, побежать домой, и это бы ухватило в пропитании на день. Но нет, такого не было. Тот, кто привык учиться и работать, в любом случае человек способный и интересный. Он многое подмечает и на многое способен влиять. Весь вопрос в том, на что направлено его неослабное творческое внимание. Снова-таки речь идет об усердии, речь идет о том, что человек способен сосредоточиться на каком-то важном для него деле и не оставлять его. Что бы ни случилось в жизни, это не заставит человека восьмеркой пентаклей опустить руки и погрузиться в депрессию и меланхолию. А вот это вот как раз очень четко про Руфь. Помним, что у нее случилось, да? Она потеряла мужа, она ушла из своей земли, она пришла в землю, где ее не ждало никакое будущее. Она осталась со свекровью наедине, и хотя у них были замечательные отношения, мы это выяснили по двойке кубков, но все какие-то внешние обстоятельства, все то, как складывалось, говорило о том, что жизнь ее в принципе закончена, что ей мало что светит, и каких-то перспектив прекрасного будущего не предвидится. Но если мы говорим о саморазвитии по восьмерке пентаклей, то как раз и идет речь о том, что бы ни случилось в жизни, это не заставит человека опустить руки. Не опустила руки, не опустила ни в одной из жизненных ситуаций. И не даст человеку возможности погрузиться в депрессию и меланхолию. Хотя причины были объективно. Две женщины, которые бедны, без мужчин, без мужей,
не имея возможности обрабатывать землю, можно только вот заниматься с тем, чтобы собирать какие-то подаяния. Малоприятная ситуация. Оценив и проанализировав ситуацию, такой человек найдет в происходящем немало положительных для себя моментов. Ну и, конечно, здесь психологически не раскрывается портрет Руфи, но что-то же ее заставляло, что-то же ее удерживало. Почему-то она это делала по каким-то соображениям, по какой-то внутренней своей силе, по ощущению того, что надо мурахтаться, надо взбивать то самое молоко в масло, и ты за счет этого сможешь выбраться из этого самого кувшина. Такой человек с удовольствием овладевает новыми знаниями и открыт для любых интересных начинаний. Тут есть умение достигать поставленных перед собой целей и способность вовремя отказаться от чрезмерных претензий. Конечно, это собирательный образ на этой карте, но также, если копнуть чуть глубже в портрет Руфи, можно это тоже заметить. Когда человек умение достигать поставленных целей. Было такое? Было. По совету кого? По совету своей свекрови Наимини, когда она пошла уже к Воозу, когда она устроила все таким образом, чтобы он обратил на нее свое внимание. Способность вовремя отказаться от чрезмерных претензий. Во всем ее диалоге, во всем том, хотя я понимаю, что это патриархальное общество, и в целом, возможно, какое-то там дерзкое поведение, надменное поведение, поведение постановки каких-то ультиматумов было бы неприемлемым, но все же, то, как вела себя Наиминь, Руфь, почему я все время их путаю? Руфь, она не выдвигала каких-то таких вот претензий, вела себя очень скромно в деле с Воозом, то есть она говорила о том, что вот простри крыло на рабу твою, и все время давала понять, что она не стоит ни одной из его служанок, ни одной из его рабынь, что она чужеземка, и всячески показывала свою скромность. Не думаю, что это был какой-то хитрый ход, иначе в Библии было об этом написано. Это скорее такая жизненная позиция человека. То есть она что-то делала, она усердно трудилась, при этом не имея каких-то особых претензий, не ожидая того, что то, что она делает, должно непременно ей вознаградиться, что это как награда, я вот такая вот там трудолюбивая, такая заботливая, да, я действительно пошла из земли Моавитской за своей свекровью, мне воздастся, Господь меня вознаградит. Ничего такого у нее в мыслях не было. Если, может быть, мысли имелись, то как минимум каких-то претензий или ожидания такого справедливого воздаяния у нее не присутствовало. Гравируемая на золотом диске божественная пентаграмма отражает способность видеть в материи божественный дух. Это в большей степени, конечно, об этой карте. И здесь речь идет, мы дальше будем читать еще об этом, кстати, в зодиакальном доме, о том, что человек вот на чисто таком физическом уровне занимается алхимией, можно сказать. Да? То есть те все знания, которые он накопил со временем, он способен воплотить в каком-то материальном деле, в какой-то физической работе, и он, выполняя ее, видит в ней божественный дух. Проникновение внутрь материального мира и его творческое преобразование является средством познания Бога. Тут можно впору вспомнить царя Кира. Помните, второй зодиакальный дом, 4-й уровень прокачки, когда речь идет о том, что человек способен окружающих видеть как духовных созданий, что он видит уже и в них не только физические тела, а видит нечто большее, видит их духовные тонкие тела. Он также тонко ощущает мир физический, мир материальный и мир тонкий. И что этот человек чисто на физическом уровне способен быть проводником людей к духовному, особенно когда мы говорили о короле Пентаклей, о том, что он имеет какие-то свои владения, и все, что он считает своим, он, как говорилось, мы в ответе за тех, кого приручили. И то же самое восстановление строительства храма подразумевалось, что человек чисто на физическом уровне может поднять уровень духовный, не только свой, но и тех, за кого он в ответе. Здесь речь идет об аналогичном процессе, но таком больше индивидуальном по 8 Пентаклей, когда человек чисто на физическом уровне способен также видеть в своей работе какие-то божественные принципы. Он как будто бы, как тот же самый алхимик, он создает из какого-то материального что-то духовное. Я не помню, разбирали мы в какой-то, по-моему, там, где у нас Маген Давид, это было там, где царь Соломон, это карта справедливость.
Скорее всего, что это мы там разбирали, а возможно, это было в Иерофанте, когда взаимопроникновение того, что вверху стремится вниз, то, что внизу стремится наверх. Это, конечно, больше отражается в карте маг, а может быть, мы это и в маге разбирали. Честно говоря, я уже не помню, но к чему я это все говорил, по поводу того, что воспитывая или укращая свое тело, мы формируем свой дух. Вот в этой карте это очень хорошо отражено. В этой карте также я имею в виду, что человек, работая чисто физически, он может формировать свой дух, формировать свою душу, через физический мир влиять на мир тонкий. И человек в саморазвитии, достигший определенного уровня вот по этой карте, он это очень хорошо явно видит, ощущает и, в общем, так и поступает. Карьера. Интенсивная профессиональная работа, полное погружение в нее, прилежное исполнение своих обязанностей, становление бизнеса, продуманное начало какого-либо многообещающего дела. Ну, в целом такой набор, да, который говорит как раз о том, к чему может привести вот такая вот усердная работа. Становление бизнеса – это продуманное начало какого-либо многообещающего дела. Какое у нас здесь было многообещающее дело? Ну, в большей степени это как раз устроить жизнь Руфи по совету Наимини, которая ей сказала, как следует поступать. И мы видели там с вами начало того самого многообещающего дела, которое потом переросло действительно в успешное предприятие. На секундочку, Руфь, она приобретает мужа, она восстанавливает потомство для Наимини, восстанавливает потомство для рода Елемелехова, ну а лично для себя она приобретает семью. Чем не многообещающее дело, особенно если смотреть на это в разрезе карьеры. Ну а чем это была не карьера, когда мы с вами посмотрим на то патриархальное общество, где женщина не могла себя в полной мере реализовать, кроме как быть мужем, женой у хорошего мужа, быть хозяйкой в хорошем доме. Совершенствование технологий, контроль качества, адаптация к требованиям времени, освоение новых методов, всевозможные мероприятия по повышению квалификации. Ну, почему это здесь? Потому что здесь есть усердная, какая-то скрупулезная работа, способность бить в одну точку. Человек вот может сесть и выполнять какую-то, может быть, на первый взгляд, рутинную, неинтересную, бытовую, повседневную работу, но за которой кроется потом, в общем-то, вполне себе осязаемый приличный результат. Я здесь вспомнил один из таких собирательных образов, который присутствует не то в японских фильмах, не то в китайской культуре, когда человек, особенно это прослеживается во всех тех фильмах, где человеку нужно постичь искусство единоборства, ведения боя, когда мастер какой-то сенсей воспитывает своего ученика, и он его муштрует в какой-то степени. Он заставляет его выполнять какие-то непонятные задания. Он говорит: учитель, когда же мы будем драться? Он его заставляет мыть посуду, он его заставляет подметать полы, он заставляет его колоть дрова, что-то такое выполнять, для того, чтобы воспитать в нем дух, для того, чтобы смирить его дух посредством того, что он смиряет его тело, и воспитать в нем тот самый дух, когда он может выполнять любую какую-то рутинную работу, видя в ней божественные принципы. Вспомните, пожалуйста, сады камней, когда вот эти вот расчесанные огромные такие вот площади гальки, и вы представьте человека, который выполняет эту однообразную работу ежедневно. В конце дня все эти дорожки становятся вытоптанные, потому что там ходят люди. И когда человек снова это все расчесывает, и в этом своем ежедневном труде он видит какие-то божественные принципы. У японцев, у китайцев нет какой-то работы, за которую было бы стыдно. Неважно, ты моешь посуду, ты готовишь еду, и ты можешь, в общем-то, стать этим самым гуру, ты можешь увидеть эти самые божественные принципы в том, чем бы ты ни занимался. Хоть ты крошишь зелень на салат, хоть ты моешь посуду, хоть ты подметаешь двор, но это вот как раз и есть тот высший уровень, которого можно достичь в любой работе.
Акцент на точность и регулярное повторение примерно одних и тех же повседневных действий относит эту карту к огромному карту занятий. Это и есть труд. Здесь нет смысла останавливаться на какой-то одной профессии. И, конечно, можно было бы впору сказать, что это ювелиры, что это там, может быть, какие-то каменщики, что это люди, которые занимаются какой-то однотонной, монотонной работой каждый день, чисто физическим трудом. Но не обязательно так. Это в целом, это может быть любой творческий труд, особенно когда творчество из вот этого фонтанирующего потока идей приходит в то состояние, когда их нужно реализовывать, когда нужно просто брать кисть и ежедневно, мазок за мазком создавать какой-то шедевр на протяжении длительного периода. Все, период вот этого полета творчества закончился, человек уже набросал, у него уже в голове есть идея, у него есть какие-то зарисовки, эскизы. Сейчас дело техники, сейчас нужно просто брать и подбирать цвета, и в каждом этом движении мастихином или движении кистью наносить именно тот штрих, который в целом дополнит картину. Но вот здесь и сейчас это выглядит как какая-то монотонная работа. В финансах это у нас прибыль как следствие таланта и трудолюбия. И одно, и второе изображено прямо на карте. Имеется в виду как сам процесс, так и скорее уже последствия, потому что мы видим то количество пентаклей, которое человек уже отчеканил. Если мы говорим об этой карте, хотя здесь Руфь пока только собирает колосья, но мы знаем, что этому предшествовало, мы видим ее усердный, упорный труд, и мы знаем, к чему это привело под конец сбора урожая. То есть еще не пришла зима, а она уже получила себе семью, имение, и то богатство, о котором она и не могла мечтать, когда еще не так давно, каких-то несколько месяцев назад, собирала колосья на поле после жнецов. Необходимость дополнительных капиталовложений, может говорить также эта карта. Предприятие может потребовать значительных усилий, но оно того стоит. Если здесь не совсем понятно, что за капиталовложение, что за значительные усилия, то по это и понятно. Значительные усилия, во-первых, была вся жизнь, вот моменты, когда умер муж Руфи, и нужно было принимать ряд решений, предпринимать ряд действий для того, чтобы вернуться, собирать колосья и прийти к тому, к чему она пришла. Те действия, которые она дополнительно делала для того, чтобы сблизиться с Воозом, это также какие-то были необходимые действия. Традиционное толкование акцентирует такие темы, как покупка страхового полиса, предусмотрительное обеспечение старости, составление завещаний, получение наследства, передача части имущества актом дарения. Почему так? Непонятно, с чего это. А потому что здесь как раз у нас есть такая работа на будущее, работа на какой-то будущий отдаленный результат. Поэтому, когда мы смотрим на эту карту в разрезе человеческой жизни, либо на эту, кстати, тоже работа на будущее, на результат, получается, что тем самым себе Руфь обеспечила, можно сказать, безбедное существование наимень своими действиями. Давайте мы ее здесь также затронем. Тем, что она рассказывала, как следует поступать Руфи. Она обеспечила себе старость, ибо старость у нее была, мягко говоря, не очень. Особенно, если бы она вообще вернулась одна, без Руфи. Но поскольку оказалась рядом с ней такая заботливая невестка, и своими действиями, своим наущением Руфи она привела к тому, что, в общем-то, ее старость теперь стала обеспечена. У нее появился внук, у нее появилась новая семья, у нее появилось все то, что позволит ей встретить эту старость с улыбкой на лице и, в общем-то, отнюдь не голодную, а сытую старость. Поэтому отсюда, как здесь авторы пишут, страховой полис. Что такое страховой полис? Чтобы вы понимали, это один из видов пенсионного накопления, но в виде, скажем, такой страховки, когда человек в течение жизни накапливает, откладывает какие-то... Это может быть и банковский вклад, в принципе. То есть человек может, как тот же Бодо Шефер или ряд других людей, которые известны своими взглядами на финансы, своими советами, финансовой сфере, которые рекомендуют, или самая книга «Самый богатый человек в Вавилоне» рекомендует откладывать 10-ю часть на потом, то есть создать некий такой себе баланс, создать некую подушку, которая позволит тебе в старости безбедно существовать. Поэтому страховой полис – это как некий такой вид финансового инструмента, скажем так. Отношения.
Отношения, значение очень близко к тройке пентаклей. Человек усердно трудится над развитием отношений, иногда буквально полностью посвящает себя им. Но если в тройке пентаклей, помните, там было взаимодействие нескольких людей, на разных картах по-разному, где-то это 3 человека, как каменщик, архитектор и заказчик, где-то 2 человека, которые трудятся над каким-то общим объектом. Но суть сводится к тому, что есть такое усердный труд, усердное построение взаимоотношений. По этой карте человек также усердно трудится над развитием отношений, иногда буквально посвящая себя им. И хотя мы здесь видим руфь, собирающую колосья, но в целом в разрезе мы понимаем, что это человек, который работал над отношениями. И, возможно, вначале она сама того не понимала, когда собирала колосья, но тем самым уже обратила на себя внимание Вооза. И кто знает, если бы сразу, придя из той земли моавитской с Наиминию и узнав о том, что вот есть родственники, придя и сразу к нему с порога в лоб сказать о том, что вот, мол, так и так, простри крыло на рабу свою, да, и возьми в свой дом, возьми меня в жены, он не знал ее и, в общем-то, отказался бы, например, да, ибо он не был братом, он не был прям таким ближайшим родственником. Но увидев все это усердие, зная, что, как там говорилось, что женщина неблагоразумная, как это, что везде знают во всем городе о том, что Руфь добродетельная женщина, да, вот так он сказал. То есть явно, что слух о ней уже какой-то прошел. И чем это было не работа на отношения. И хотя это была пока игра в одни ворота, но если посмотреть на то, как все дальше сложилось, то, в общем-то, ты понимаешь теперь, что все усилия Руфи, они были направлены не зря. Они дали свой положительный результат. Здесь присутствует четкое понимание, что любовь – это труд. Это не кубковая масть, это масть пентаклей, и она подразумевает то, что любовь должна выражаться в каких-то конкретных действиях. Нужно что-то взять конкретно и сделать, для того, чтобы ее доказать, чтобы ее укрепить, чтобы ее развить. Если ты хочешь вырастить на грядке что-то хорошее, да, вспоминаем эту карту, заботься, пропалывай, окучивай и поливай. И реалистичное ожидание и готовность нести обязательства. Мы вернемся к огороду, вернемся к этой теме. Можно просто бросить несколько зерен огурцов среди сорняков в ожидании того, что они вырастут, что они дадут свои результаты, дадут плоды. И, возможно, они такие и смогут прорасти при стечении благоприятных обстоятельств. Но вряд ли, что это будет обильный урожай и плоды. А вот если ты станешь усердно трудиться над тем, чтобы взрастить это, то, как мы сами прекрасно знаем, Земля, она такая стихия, что она отдаст тебе то, что ты вложил. Отдаст непременно. Время работает на эти отношения. Снова-таки, да, стихия Пентакли, стихия Земля. Ты в грядочку посеял, ты потом что? Заботишься, пропалываешь, окучиваешь, поливаешь, то есть ты работаешь над этими отношениями. И в данном случае в течение этого времени, в течение этого процесса время работает на эти отношения. Потому что в течение этого времени ты чем-то занят, ты что-то созидаешь, ты создаешь, ты бьешь в одну точку. Ты ходишь на поле, собираешь колосья. Каждый день ты мусолишь глаза этому самому Воозу. Каждый день он формирует о тебе свое мнение. И ты понимаешь в какой-то момент, что вот оно все сходится в одной этой точке. По напущению Наимини ты идешь к нему, и состоится достаточно приятный для Руфи диалог, где она осознает, что еще чуть-чуть, и, в общем-то, все это созреет, выстрелит и даст свои положительные результаты, свои плоды. Эта карта описывает искреннее стремление сделать все хорошо, как можно лучше. Опять же вспоминаем ночь, когда Руфь пришла к Воозу. Все, что она сделала, все вот слово в слово, как ей посоветовала Наиминь, дождаться, когда человек развеселил сердце свое, когда он уже успокоился от дел праведных трудовых в течение дня, когда он вкусно поел, когда он выпил, когда он лег спать, она при этом хорошо была одета, она вкусно пахла, она вела себя очень скромно и так далее, и так далее. Те слова, которые она говорила, как она их говорила, все это говорит нам о том, что это стремление сделать все хорошо, как можно лучше. По этой карте дела делаются честно.
Честно было? Честно. Не было никакой хитрости. Скорее, я бы сказал, благоразумие. Скорее, здесь было... Кстати, о благоразумии поговорим. Скорее, это было такое вот понимание, как правильно действовать в этой ситуации. Без того, чтобы хитрить, чтобы юлить, чтобы кого-то обмануть, выставить в дураках и поиметь для себя там какой-то замечательный результат, выехав за счет того, что кого-то нужно опустить, принизить. Нет, такого не было. Авторы пишут, что даже в случае развода раздел имущества будет справедливым, а весь процесс довольно-таки чинным. Иногда эта карта говорит о совместном с партнером деловом предприятии и вообще о каких-то согласованных практических действиях. И в принципе, глядя на то, как устроилась семейная жизнь Руфи и Вооза, можно сказать, что это было неким таким семейным предприятием. У них по обычаям того времени отношения сложились больше на такой материальной базе. И, в общем-то, обе стороны были довольны, как мы сами увидели это впоследствии. В негативном, в перевернутом значении, как эта карта может отыгрываться в общем и целом. В худшем случае это некий такой смиренный трудоголик, как правило, школьного возраста, а может быть не в буквальном смысле имеется в виду. И представьте, что если бы Руфь усердно трудилась, собирала эти самые колосья, но кроме собранного урожая ей бы это ничего не дало. И понятное дело, что она бы сильно не расстроилась, потому что когда мы читали по саморазвитию, это человек, который работает, не ожидая аплодисментов. Но все же, в разрезе всего того, что устроилось, как устроилась ее жизнь, в перевернутом значении получается, что это был бы пшик, это был бы некий такой провал, и ничего хорошего это бы не принесло. Человек, значит, бодрый и бесперебойно работающий робот. Это когда мы говорим о том, как человек усердно трудится изо дня в день на работе, не поднимая головы, не покладая рук и, в общем-то, безрезультатно, так сказать. Да? Он, возможно, и наслаждается процессом, он сам по себе внутренне кайфует, но какого-то выхлопа не особо. Человек также может быть, который не замечает в жизни ничего, кроме своего дела. Вот этот негатив, когда человек с головой ушел в то, чем он занимается, забив на все остальное. И, конечно, эта карта трудоголиков, особенно когда мы говорим о современном обществе, это может касаться как мужчин, так и женщин, когда они с головой погружаются в какое-то свое дело. Мы сами знаем примеры множества, возможно, и личных, возможно, из тех же фильмов, когда семья, не то чтобы, может быть, распадается, порой распадается, либо когда портятся отношения из-за того, что муж постоянно сидит на работе. И не потому, что он там зависает с секретаршей, а именно потому, что он ударился с головой в работу. Он занят тем, что он клепает пентакли. Он настолько увлечен той самой работой, что он забыл обо всем остальном. Только этим и занят. Типичное значение. Крах амбиций, в перевернутом, может быть. Невозможность реализации замыслов и в этом смысле напрасный труд. То есть труд как таковой есть, собирание колосьев есть, долго она все это делала, но в ночь, когда она пришла, чтобы устроить все это предприятие, все это дело, Вооз ее отверг, сказал, мол, что ты тут делаешь, я добропорядочный человек, не надо мне жена, тем более чужеземная, ты, конечно, может быть и дальняя моя родственница, но... будь добра, уходи быстренько, пока не светало и нас не застали вместе, и не подумали ничего плохого. И это был бы в итоге напрасный труд, то есть много было бы пройдено каких-то этапов, пути, преодолено трудностей, но без какого-то ожидаемого выхлопа. Самым простым толкованием было бы неумение работать, да, то есть в буквальном смысле, самое простое, то есть человек не мастер, да, вот так вот мастер, а так не мастер. Номинально он как бы выглядит мастером, ювелиром, ты пришел к нему, а он тебе запорол все, что ты дал ему починить. Или может быть ситуация, когда дело, что называется, не клеится. Вот бывает такое. Вроде ты и мастер, специалист в чем-то, вот ты сел делать, ты понимаешь, вот все из рук валится. И инструмент неподходящий, или вот он сейчас, там этот паяльник перегревается больше, чем надо. Или там какие-то твои стамески, какой-то инструмент для чеканки, он плохо заточен, выскакивает, выпадает, в общем, не клеится. Да? Вот надо эту работу отложить, отойти, так сказать, перекурить, подышать, вернуться, и тогда все заладится, все пойдет как по маслу. Может быть и недостаток квалификации. Да, также, то есть, когда человек выглядит как мастер, хочет быть мастером, он усердно трудится, но
Пока еще не хватает опыта. Что такое опыт? Это вот те самые усилия, умноженные на единицу времени. Не прошло еще достаточно времени для того, чтобы ты стал квалифицированным специалистом. Надо еще трудиться, надо еще поломать несколько заготовок, надо еще прийти к тому, чтобы набить шишек и стать мастером. Может быть также усталость от рутины, профессиональное выгорание, желание сменить работу или вовсе ее отсутствие. То есть, когда человек заработался, когда он просто зашился, когда у него уже башка закипает, и тогда отсюда уже все остальное может быть, да, уже и из рук все может валиться, и человек не может работать, да, там в данном случае не неумение работать, а скорее не состояние как таковое физическое, выгорание какое-то. В любом случае, карта указывает на какие-то искажения, связанные с потоком работы. Она может изматывать или задевать человеческое достоинство. И хочу напомнить, что в перевернутом значении, да, вот, стоит понимать не то, что здесь так вот мастер, так не мастер и так далее, а в целом как бы работа как была, так и есть. Ее как было много, так она и есть. Как была усердная работа, так она и есть. Вопрос в том, что это может не приносить удовольствия от самого процесса. Человек, возможно, если так он работает в кайф, не ожидая аплодисмента, вот просто потому, что он набрал какой-то такой вот ритм жизненный, рабочий, то здесь наоборот человек может ожидать результат, несправедливо ожидать. В итоге его крах, его надежды провалятся, как там крах амбиций, невозможность реализации замыслов, потому что не стоило было ставить себе какую-то планку в голове мысленно завышенную, и не было бы тогда такого краха. Работай просто усердно, не ожидая того, что это тебе даст какое-то вознаграждение. Конечно, тут лучше всего было бы сказать о неком хобби, потому что хобби – это именно тот вид работы, который человек готов выполнять бесплатно. Ежедневно совершать какой-то труд, или там регулярно, или часто, насколько ему позволяет время. И все мы прекрасно знаем, что когда человек чем-то увлечен, когда то, чем он занимается, можно назвать хобби, он готов этим заниматься в любое свободное время. И ему не надо ни денег за это, порой никакой похвалы, ему достаточно то, что он этим просто занят. Он кайфует от того, что он делает. Так вот, когда работа или то, чем человек занимается, отношения выглядит как хобби, то тогда нет и разочарований, тогда эта карта никогда не будет перевернутая. Что бы ни случилось, даже если никому не понравится все то, что ты делал, скажут, фу, это какая-то туфта и отстой полный, ну да, возможно, тебе будет неприятно услышать это от близкого человека или от авторитетного человека, но когда тебе по кайфу делать то, что ты делаешь, ты просто вот так вот звенишь плечи и скажешь, ну и ради бога, я-то, в общем-то, это делаю для себя, я просто кайфую от того, что я делаю, а нравится это уже или нет, дело такое. Тут впору применить библейский стих в виде той же пословицы, о которой я уже неоднократно говорил на предыдущих лекциях. «Видал ли ты человека, проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями». Что такое проворный человек в деле своем? А вот этот человек, проворный в своем деле. Это как раз тот специалист, который может подковать блоху. Это как раз тот мастер среди множества остальных ювелиров, который так долго и так усердно трудился в своем деле не для того, чтобы однажды его заметили. Нет, просто потому что ему это по кайфу. Так вот, когда человек проворный в деле своем, он не будет стоять перед простыми, он будет стоять перед царями. В итоге такой человек вознаграждается, он оказывается на высоте пьедестала. В конце концов, если как такового пьедестала физически нет, то он становится мастером. Он возвышается над самим собой. С течением прожитых лет, прожитого времени он понимает, что он достиг небывалого какого-то мастерства. Какой-то был у меня еще в голове пример, но приводя этот, я предыдущий, честно говоря, забыл. Стоит записывать. Так, предлагаю тогда сейчас с вами переместиться, вы уже увидели, да, в 6-й зодиакальный дом. Казалось бы, да, почему 6-й зодиакальный дом, если у нас это 8, но 6-й это у нас Дева, это у нас стихия Земли, это у нас Пентакли, и из всех просмотренных вариантов, в общем-то, это то, что вы сейчас поймете, вы поймете.
Но некоторые авторы астрологические также относят это к первой декаде Девы, но и к первой декаде Козерога. Козерог — это у нас 10-й зодиакальный дом, это у нас, если что, аркан Башня, это у нас, в общем-то, десятка та же жезлов, которую мы с вами уже разбирали. В общем, представители которых одинаково способны строить на пустом месте или начать все заново, хорошо обучаясь конкретно практическим вещам, возвышаясь над земным и порой ставя перед собой недостижимые цели, они мыслят свою деятельность бесконечной. Причем во многом их привлекает сам процесс действий, дающий возможность освоить незнакомые сферы и найти в чуждом материальном что-то возвышенное и свое. Да? Что первая декада Девы, что первая декада Козерога говорит нам о том, что это человек, который способен работать не столько даже на результат, сколько на процесс. Человек, который способен создать нечто на пустом месте и начать это заново, если это было разрушено. Это очень хорошо по 10-му дому, по Козерогу, да, может также прослеживаться, ощущаться. Изменчивый знак Дева, знак круга разума, описывает человеческую деятельность как процесс сознательного преобразования материи. Козерог символизирует воссоздание в мире прошлого, телец творческого настоящего, а Дева – работа ради будущего. Итак, непосредственно 6-й дом. Символические управители Дева, Меркурий, в заточении Нептун, Юпитер, в падении Хирон и Венера. 6-й дом – это дом каждодневного труда, который, собственно, и наполняет человеческую жизнь смыслом, хотя последний не всегда очевиден самому человеку. Но мы сейчас поговорим, помните, традиционно 4 уровня прокачки любого из домов, и в зависимости от того, на каком уровне человек находится, настолько он и осознает, придает важность и значение то, чему он занимается, и как он это воспринимает. 6-й дом активизируется тогда, когда человек спрашивает себя, что я должен сделать в данной ситуации, и, засучив рукава, приступает к исполнению. Да? То есть у человека, видя что-то перед собой, какую-то цель, задачу, постановку вопроса, он говорит, а что я должен сделать? И просто закачивает рукава и понимает, что надо время брать и делать. Вот она, та самая 8 пентаклей. Вот это самая Руфь. Что я могу сделать? Я пойду собирать колосья. Что я могу сделать? Я пойду и договорюсь с Воозом и так далее. Итак, под 6-м домом идет работа-служение на каком-то своем уровне Богу, служение Богу. То есть идет работа, служение Богу. Но также и служение конкретным людям, когда оно совершается в интересах некоторого дела. Таким образом, по 6-му дому идет господин, то есть лицо, которому человек служит, а также его собственные слуги. Ну и тут, конечно, как не вспомнить впору о Воозе и его слугах, в частности, до поры до времени, пока Руфь не стала его женой, она выглядела как служанка. И они и вели себя, каждый из них, как он господин, а она служанка. Хотя видно было почтение и уважение, и не превышение, не то чтобы своих полномочий, ощущение своей ступеньки. Что ни Руфь не пыталась превознестись, что Вооз не пытался ее принизить. Нужно подчеркнуть, что здесь имеется в виду личное служение, когда ваша личность, будь то слуги, либо господина, и то, что он делает, носит отчетливый отпечаток его личности. Точно так же, как и работа по 6-му дому, это личное самовыражение в труде. Что имеется в виду? Что когда человек что-то делает по 6-му дому, неважно, он выступает здесь в роли господина, либо в роли слуги, то, что он делает, носит отпечаток его личности. Ну, здесь чуть проще понять. Представьте, что мастер, чеканящий монеты, он на каждой из монет оставлял бы свой характерный отпечаток. Он бы там ставил какую-то подпись. Это как авторская подпись на картине, это как авторский почерк, это как то, что соотносит тебя лично с тем, что ты произвел. И ты можешь делать даже что-то персональное, что-то именно для этого человека, и тогда также это воспринимается как то, что это исходит именно от тебя.
И мы видим вот это вот личностное, да, в которое в итоге вылилось уже, ну, прям в семью между Руфью и Воозом. Но то, как они относились друг к другу, видно было их личный почерк, да. Я не в целом так хорошо отношусь к своим слугам, да, я человек хороший. Но помните, да, как он и говорит, ее не трогайте, и давайте возможность пить и есть с вами, и давайте возможность собирать не только за вами, но и между снопами. Мало того, вы еще и от снопов отбрасываете колосья, пусть она также собирает. И то, как Руфь вела себя, именно лично к нему. Не в целом она искала там кого-то, да, вот именно на него она обратила свое внимание. Всевозможные лавры, славы, почести, чины и тому подобное идут по 9 и 10 домам. А самоутверждение по 6 дому почти незаметно для окружающих. Но совершенно необходимо человеку как постоянная текущая божественная поддержка его деятельности. Когда Бог как будто говорит, ты все делаешь правильно, занимайся тем, чем ты занимаешься. Ты нужный человек в своей нише. Ты занят именно тем, чем тебе стоит заниматься в своей жизни, или как минимум здесь и сейчас. И вот автор пишет, да, что вот такое ощущение почести, лавров и так далее идет по 10 дому. Да, Козерог, он собрался на вершину, башня, он смог выстроить ту самую башню и дойти до самого верха. Или по 9 дому Стрелец, или Аркан-Дьявол, да, вот тоже король жезлов в конце концов. А здесь такой труд, который может быть вообще не заметен со стороны. То есть собирание ее колосьев, ну вот представьте вот эту картину, когда много таких же слуг, каждый занят каким-то своим делом, и сделав стоп-кадр и посмотрев на это все со стороны, где Руфь, а где еще 20 подобных таких же девушек, женщин, вообще непонятно. Но человек находился там, где он должен быть. Ему как будто бы Бог говорит, ты все делаешь правильно, ты там, где ты и есть. Просто усердно занимайся тем, чем ты занималась до этого. Раскрывай свои таланты и дальше. Будь такой же скромный, будь такой же терпеливый, такой же усердный, бей также в одну точку. Это даст свои результаты. Итак, теперь поговорим с вами о 4 уровнях прокачки. На первом уровне прокачки 6-го зодиакального дома человек воспринимает труд как тяжкую необходимость и несправедливость со стороны судьбы. А ведь есть богатые бездельники, счастливчики, ничего не делающие, и как сыр в масле катающиеся. Да, вот в перевернутом значении представьте, как отреагировала бы Руфь на то, что она собирает колосья у своего родственника между снопами или там вообще за снопами где-то, да. Жизнь несправедливая, жизнь жестокая, люди жестокие, а работа тяжелая. Я такой хороший человек, я пришла из земли Моавитской, я оставила дом отца своего и матери своей. Муж мой умер, я вдова, жизнь ко мне несправедлива, я несчастна, теперь я вынуждена тяжело трудиться, а есть люди рядом со мной, которым так все легко дается. Знакомая картина? Знакомая. Вот она прям на этой гравюре, здесь она присутствует. На этом уровне услуги воспринимаются чисто материально, и господствует принцип «я тебе, ты мне». Все. Ни больше, ни меньше. Никакого взаимоуважения, никакого ощущения, что что-то может быть, условно говоря, бесплатно, что-то можно сделать просто так. Стоит сразу напомнить, оппозитный дом по отношению к 6-му – это 12-й дом. 12-й дом, да, служение – это что-то как раз то, что можно сделать просто так. Когда любая заслуга подразумевает ответную или денежный эквивалент. Да? Ты мне, я тебе. Любая заслуга подразумевает ответную или денежный эквивалент. Здесь характерное пренебрежение к заслугам, которые не считаются... Здесь характерное пренебрежение к слугам, которые не считаются за людей. С одной стороны, да, то есть Вооз так бы относился к Руфи и к своим слугам. Говоря, мол, что ты тут ходишь, мешаешь, путаешься, собираешь лишние колоски. А знаешь, сколько я вон живу, сколько ты насобирал этих колосков, да? Ну и любое иное какое-то поведение грубое, которое показывало бы и постоянно демонстрировало бы Руфи о том, что он хозяин положения, хозяин жизни, он намного выше, чем она.
И с другой стороны, это и рабски почтительное отношение к господам. Но пока они находятся в этом положении, да, как только положение меняется, человек тут же меняется местом, и теперь он господин, и теперь он будет тебя тыкать носом. На втором уровне прокачки шестого зодиакального дома человек признает необходимость и даже определенную организующую роль труда в своей жизни. То есть если на первом, да, работа зло, работа тяжело, жизнь жестокая и несправедливая, то здесь человек признает необходимость и даже определенную организующую роль труда. То есть он понимает, что труд как бы облагораживает меня, да? Это еще, может быть, не доставляет никакой радости, удовольствия. Человек не занимается тем, чем ему хочется заниматься. Человеку должно причитаться по его труду, ну и таланту, наверное, тоже. Но здесь его берут сомнения, поскольку разница в талантах людей делает мир устроенным явно несправедливо. Да? Что имеется в виду? Что кому-то, опять же, дается все легко, и кому-то высыпают несколько мер ячменя, хотя он не такой усердный и не такой талантливый, как я. А я, которая талантливая, которая усердная, но вынуждена тяжким трудом зарабатывать вот эту жменьку ячменя. То есть человек понимает, да, что своим трудом он может чего-то добиться, но он также замечает и несправедливость в этом мире, какую-то непропорциональность, незакономерность относительно того, что не вознаграждается, как это сказать, пропорционально, планомерно труды, таланты человека, своим образом с тем, как это должно было бы происходить в представлении этого самого человека на втором уровне. На этом уровне под трудом понимается не только физический, как при первой проработке дома, но и любая внешняя деятельность, связанная с приложением усилий, хотя бы и умственных. Да, то, что, может быть, не ощущается совершенно на первом уровне, то на втором человек понимает, что под трудом понимается не только физический, но и любая другая внешняя деятельность. На третьем уровне прокачки шестого зодиакального дома человек склонен воспринимать труд как основное содержание своей жизни. То есть труд, вот это теперь для него, вот это для него теперь и есть смысл его жизни. То есть это самое основное, это то, чем человек готов заниматься, занимается, будет заниматься всю свою жизнь. Он понимает, что это, в общем-то, как бы его основное содержание. На этом уровне человек начинает видеть карму. Его жизнь становится более сознательной, чем раньше, и он понимает, что его работа нужна эволюции. Или Богу, скажет верующий. Именно в том виде, в каком она предлагается ему судьбой. И от качества исполнения зависит не только его личная зарплата и карьера, но и в какой-то мере судьба мира. Представьте на секундочку, если бы Руфь, а мы не знаем, возможно, так и было, но представьте на секундочку, если бы Руфь осознавала, что та ее неблаговидная, неинтересная, скучная, монотонная, неблагодарная работа в виде собирания колосьев после жнецов, эта ее работа, она влияет на окружающий мир. Она повлияет на Наиминь, она повлияет на Вооза, она повлияет, на секундочку, на рождение Иисуса Христа и на то, что Он станет Мессией, что Он станет Сыном Божьим, рожденным в царском колене, что от нее, из ее поколения родится Давид, родится Соломон. Это просто невообразимо. Но автор пишет, что на третьем уровне человек видит карму, и он понимает, что его работа нужна эволюции, его работа нужна Богу. И именно в том виде, в котором он эту работу сейчас выполняет, здесь и сейчас, собирает колосья. Вдумайтесь на секундочку. Руфь, собирающая колосья, могла бы осознавать, что это приведет к тому, что в ее семье впоследствии родится Давид, родится Соломон и будет рожден Иисус Христос. На этом уровне любой результат работы человека имеет отчетливый отпечаток его личности, будь то чеканка или научная теория.
Ну, и тут, конечно, мы уже говорим прям об авторстве, когда человек в своей работе оставляет четкий авторский отпечаток. Мы сейчас не будем теоретизировать насчет того, как Руфь собирала эти колосья, в какой авторский венок она их сплетала или что здесь было особенного. Можно обратить внимание на вот этого персонажа, и когда мы говорим с вами о какой-то конкретной работе, чем бы человек ни занимался, и даже если не в буквальном смысле написания полотен, либо создания ювелирных изделий, а когда, предположим, человек занимается там какими-то услугами, которые выглядят в виде там торгового агента, но у него появляется свой почерк, то, как он обращается с клиентами, то, как он ведет свои дела. И когда он это усердно делает, и когда он видит в этом божественный принцип, божественную суть, что он находится здесь и сейчас только потому, что это лучшее, что он может делать для этого мира, для эволюции, для Бога, там появляется четкий отпечаток, что именно я обращусь к этому менеджеру, потому что вот он особенный. Не потому, что он красавчик, не потому, что там, а вот что-то в нем есть, да, вот как говорят. То есть вот этот самый почерк может ощущаться. Особенно, когда мы говорим об интеллектуальном труде, который невозможно выразить в чем-то материальном. Хотя Пентакли подразумевает что-то материальное. Еще раз скажу, что-то конкретное, создание чего-то такого, что можно взять в руки, посмотреть, сказать, ну действительно, это работа мастера. Я вижу почерк. Обычно это мастер высокой квалификации, который, естественно, пользуется услугами подмастерьев, но платит им за это в первую очередь возможностью обучения, то есть включения в свой информационно-энергетический поток. С другой стороны, сам он оказывает услуги людям, особенно не задумываясь об этом, имея в виду, что Бог сам позаботится о необходимом балансе. Впрочем, если этого не происходит, человек может и сам принять меры лично. О чем речь? Еще раз. На этом уровне, на третьем уровне человек, с одной стороны, вроде как бы не склонен платить своим подмастерьям, а в большей степени платой является то, что я мастер, и вы имеете возможность обучаться у меня, находясь рядом со мной и выполняя какие-то поручения для меня. И с другой стороны, человек и также может поступать по отношению к кому-то, к другим людям. И в этом он усматривает, что Бог установит некий такой баланс между тем, кто кому сколько чего должен делать бесплатно, да, без того, чтобы получить какую-то конкретную материальную выгоду, будь то в виде денег, будь то в виде фразы «ты мне, я тебе». Здесь эта фраза отсутствует «ты мне, я тебе». Здесь человек это дает на откуп судьбе, Господу, Абсолюту, карме. Мол, она сама все устроит, Господь сам все устроит. То, сколько я кому чего отдаю, и сколько в итоге отдадут мне. Ну, это не исключает того, что человек может и самостоятельно вмешаться по своему усмотрению и установить тот самый баланс. В принципе, это может быть. На этом уровне, это еще третий у нас уровень, на этом уровне человек учится владеть не только своим физическим, но частично и более высокими телами. Я все опустил моменты на первом, на втором уровне прокачки. Там есть и отношение человека к своему телу, отношение к здоровью. Ну, мы с вами однажды будем разбирать полнее шестой дом в виде какой-то личности, может быть, в старшем аркане, и там мы пройдемся очень хорошо и основательно по всем этим уровням прокачки. И по тому, как дом находится этот в падении, точнее в поражении, как он находится в гармоничном развитии, когда он сильный, когда он слабый, обо всем этом поговорим. Но вот третий уровень я решил так чуть полнее осветить. Значит, на этом уровне человек учится владеть не только физическим телом, но и более высокими, эфирным, астральным, ментальным. Он может лечиться самовнушением, мантрами и молитвами. Что вы понимали, это было напрочь лишено на первом, на втором уровне. На первом уровне человек вообще забивал на свое здоровье, и он мог совершенно потребительски относиться к своему здоровью. Это вот прям прямая перевернутая карта. Когда он мог, не задумываясь ни о какой-то, не то чтобы гигиене своего тела, о том, что за телом нужно следить, что это тоже некий храм, что его нужно созидать, создавать, над ним нужно работать. То же самое, естественно, касалось какого-то ментального здоровья, как таковой принцип это отсутствовало. Он может лечиться самовнушением, мантрами или молитвами. Теперь у него довольно тонкий вкус. Если там вкус отсутствовал,
как человек ест, какой вилкой, из какой посуды, что за еда. Ее внешний эстетический вид напрочь отсутствовал. Ты просто на ходу мог закинуть туда что-то, оно упало на дно желудка, и хорошо, если ты от этого не умер. Это был первый уровень. Теперь же человек имеет тонкий вкус, который сообщает ему, какие именно виды пищи ему желательны, а какие противопоказаны. Как будет сервирован его стол, что он будет употреблять, в каком виде он будет есть. То есть человек создает, условно говоря, вот эту красоту вокруг себя на всех уровнях, в своем теле физическом, в своем мире материальном, то, что его окружает, в своей работе, в своем предназначении, которое, скорее всего, и выглядит как его работа на этом третьем уровне. В прокачке своего сознания, своего подсознания, своего ментального тела. Все это на третьем уровне. Четвертый уровень воспринимает работу человек воспринимает как работу почти всю жизнь. То есть у человека это уже нераздельно идет на четвертом уровне. Его работа – это его жизнь. Он не ходит на работу, он просто так живет. Напоминаю, что во всех зодиакальных домах четвертый уровень, как я говорю, это уровень гуру, это уровень Бога. Это уровень, когда независимо от того, каким бы тебе ни казался эгоистичным или плохим домом, этот дом, на четвертом уровне это будет просто вершина. Ситуации, возникающие вокруг него, настолько энергичны и серьезны, и он видит карму настолько... Ситуация, возникающая вокруг него, настолько энергичная и серьезная, и он видит карму настолько лучше окружающих, что поневоле на него постоянно ложится очень большая ответственность, а цена ошибки, соответственно, высока. То есть вот еще и такой груз оказывается на человеке, когда есть понимание того, что видит человек конкретные взаимосвязи между тем, что он делает, между кармой, между связью с Богом, связью со Вселенной, связью с каким-то будущим, ближайшим либо отдаленным. И отсюда возникает и ощущение ответственности за то, что человек сделает, что он скажет, что он произнесет, какой он продукт произведет в этот мир, он ощущает большую ответственность. Ну, возьмем на секундочку, давайте мы так за некий такой абстрактный пример представим себе Илона Маска, который не просто выпускает новый очередной продукт, а он думает о том, как этот продукт повлияет на все человечество в целом. Как один какой-то прекрасный момент, когда он еще не выпустил электромобиль, но он сидел долго и думал свою Теслу, да, и он думал, а к чему это приведет. Не только к тому, что мы видим сейчас, а что еще может быть через лет 20 либо 30, к хорошим последствиям или к плохим. На самом деле настолько это хорошо и замечательно, что электромобилей будет становиться много, намного больше. Либо, может быть, не совсем это хорошо, учитывая проблемы с аккумуляторами, проблемы с литием, которого мало. Ну, в общем, не будем сейчас мы в эту тему углубляться, но человек начинает задумываться о том, что то, что ты делаешь, то, что является твоей жизнью, а твоя жизнь является работой, то, что ты производишь в этот мир, выпускаешь наружу, ты начинаешь нести за это ответственность. И цена ошибки может быть очень высокой. Теперь основная нагрузка ложится на внутреннюю работу, а внешние ситуации человек воспринимает как контрольные для его внутренних достижений. То есть основная работа происходит внутри, а внешние какие-то ситуации это скорее как контрольные точки, которые ему говорят: «О, ты на правильном пути» и галочка. Либо «Нет, остановись, призадумайся, здесь стоит пройти этот момент еще раз», либо стоит это переделать, либо стоит задуматься, каким это приведет последствиям. Этика этого человека довольно сложна. Хоть на видимой окружающей поверхности она приближается к общесоциальной. Вопрос о балансе услуг в данном случае решает высокий эгрегор, который сам в случае необходимости защитит такого человека от чересчур настырного просителя. Сам же он полагает, что любая просьба, обращение к нему из внешнего мира имеет божественное происхождение и старается ее исполнить. Правда, не всегда по прямому смыслу, а так, как подсказывает ему эгрегор. Вот интересный момент. Если помните, на третьем уровне прокачки шестого зодиакального дома, когда мы говорили о работе, то человек отчасти мог самостоятельно регулировать
вот этот баланс между тем, сколько я дам во внешний мир, то есть сколько я бесплатно отдам и сколько мне бесплатно дадут. И он как бы это полагал на волю Господа, но также мог и самостоятельно в это вмешаться, если что. На 4-м уровне прокачки речь идет о том, что вопрос о балансе, да, сколько я сделаю, сколько мне дадут, о балансе услуг в данном случае решает высокий эгрегор, то есть решает Господь Бог, все от Него зависит, который сам в случае необходимости защитит человека от чересчур настырного просителя. А если не защитит, то значит так должно быть, то значит я возьмусь за эту работу, то значит я ее выполню, то значит, как здесь пишет автор, это имеет божественное происхождение, и он старается ее исполнить. Правда, не всегда. По прямому смыслу, а да, как подсказывает эгрегор, то есть у человека может быть свое видение. Да? Я не помогу тебе напрямую, так как ты мне сказал, ибо я вижу, что ты несколько ошибаешься, а мне, скажем так, моя интуиция, моя связь с высоким, с божественным подсказывает, что я тебе помогу, но вот так. Так я полнее, например, раскрою тебе, помогу, и так я тебе не просто дам рыбку, так дам тебе удочку. Ну, то есть какие-то могут моменты включиться, которые раскроют в этом, может быть, не знаю, там, у учителя, либо некого наставника, вот ситуативно, здесь и сейчас. Вот, так вот мы с вами прошлись по 6-му зодиакальному дому, и я не знаю, как по мне, то вот очень-очень сегодня так оно все ярко и хорошо ложится. Прям приятно об этом рассказывать, когда ты видишь такие четкие соответствия между тем, что у нас находится на карте по Уэйту, что находится у нас на карте Гюстава Дере, что у нас находится в зодиакальном доме. Ты видишь во всем этом связь, соответствие. И когда это все раскрывается, прям душа радуется, честно говоря. Ну и давайте мы с вами сейчас поговорим уже о соответствиях. Что же у нас может проигрываться в наших 4 сферах жизни по этой карте. Напоминаю, что это у нас жезлы, огненная масть, это то, как мы себя ставим в взаимоотношениях в социуме с другими людьми, это наша карьера, как мы продвигаемся в ней. Кубки, взаимоотношения между близкими людьми, чаще всего противоположного пола. Пентакли – это такая материальная сфера, это финансы, это умение обращаться с ними. И мечи – это стихия воздух, это наше саморазвитие, это созидание нас самих, нас внутренних, нас наружных, или какие-то прямые действия по отношению к окружающему миру. Итак, по карьере это реальные цели. У Руфи в какой-то момент появилась реальная цель. Если вначале она еще просто трудилась без того, чтобы понимание, насколько ее цель реальна, хотя, с другой стороны, вполне реально. Когда она шла из Моавитской земли с Наимини, у нее была конкретная реальная цель. Она шла за тем, чтобы быть со своей свекровью, за тем, чтобы ей помогать. Она не хотела ее оставлять. Когда она начала собирать колосья, у нее тоже была вполне какая-то реальная цель. В общем-то, насобирать их для того, чтобы не умереть голодной смертью, чтобы все было хорошо, чтобы у них была сытая жизнь. Когда замаячила перспектива относительно того, что можно устроить семейную жизнь, у нее появилась иная реальная цель, которую она также устроила. Также планомерно набила в одну точку, также она усердно над этим трудилась. Также здесь речь идет и о росте. И хотя здесь на карте напрямую изображено то, что человек работает, чеканит монетки, не задумываясь о росте, но рост по этой карте присутствует, как закономерный результат. Вспоминаем мы с вами 9, в которую потом переходим, да, вот этот и есть тот самый будущий рост. И результаты, да, рост происходит здесь. Это может быть рост человека над самим собой, как в карьере, да, вот он клепает в рамках, предположим, там какой-то корпорации, он может пройти от самого обычного работника, дойти до там члена совета директоров, например, да, просто потому, что он усердно в рамках этого предприятия, имеется в виду этой корпорации, он занимался той усердной работой, которая у него получалась лучше всего. Стратегия, да, в общем-то, тут что реальные цели, что и стратегия. Реальная цель – это скорее видение, к чему ты хочешь прийти, а стратегия – это вот то, что делала Руфь по совету Наимини, да, умойся,
перемени свою одежду на чистую, праздничную, намажься ароматными маслами, приди ночью, когда его сердце раз... То есть, короче, вот прям так расписано все планомерно, что, зачем нужно делать для того, чтобы. Это и есть стратегия. Предусмотрительность. Предусмотрительность – это как возможность заглянуть в будущее и предусмотреть, а к чему это приведет. Оно, конечно, сквозит со стратегией, но, повторюсь, стратегия – это скорее такой уже расписанный план действий, а предусмотрительность – такое некая моментная способность переместиться вперед. Вот то, в общем-то, чем мы занимаемся с вами для людей, когда делаем расклады на картах, мы предусматриваем, а что произойдет в случае, если человек согласится на эту работу, а что произойдет в случае, если он останется на этой работе, а что произойдет в случае, если он переедет, а если не переедет, ну, имеется в виду в другую страну, там, город и так далее. Это и есть предусмотрительность, да, вот в таком примитивном, простом примере я вам привел. Во взаимоотношениях, покупкам между близкими людьми. Это работа над отношениями. И хотя мы здесь видим, что, в общем-то, взаимоотношения между Воозом и Руфью, они такие, скорее, созидались, создавались на основе какого-то закона местного, либо общееврейского, но, тем не менее, это была работа над отношениями. Для того, чтобы построить семью, им нужно было поработать над этой самой семьей. Ну и в целом, если абстрагироваться от Руфи, от Вооза, из практики такая карта также указывает на то, что человек готов просто вот усердно трудиться в этом плане, в этом направлении. Стоит сказать, коль здесь мы нигде не затрагивали тему секса, сказать об этом, что, напоминаю, по пентаклям это у нас и чувственная сторона отношений. Это стихия Земля, то, что очень... Помните, да, любит комфорт, любит ощущения, вот все такие вот земные, все то, что приятно телу, все то, что приятно глазам, ушам, в общем-то, является частью нашего тела. Соответственно, это вот работа и в этом направлении может быть. Единственное, что перевернутого это может быть прям человек уперся во что-то одно, там, условно говоря, только в интимную часть, и над ней упорно работает, не замечая, что есть душа, что есть что-то другое. Но в сбалансированном варианте это также работа и над этой сферой. То есть это вот в том числе, да, когда мы говорим о взаимоотношениях, то это работа и над сексуальной частью. А тут уже у каждого может включаться там своя фантазия, что здесь подразумевается, да, что за работа. Не в буквальном смысле сам процесс, а все, что может этому предшествовать. То есть создать комфортные условия, создать там лучшие какие-то условия, атмосферу и так далее. Терпеливость. Здесь она очень хорошо ощущается. Долго Руфь шла к тому, чтобы оказаться с Воозом. Не знаю, в какой момент у нее зародились мысли относительно того, что он может потенциально стать ее мужем, но мы видим, что она терпеливо, в общем-то, работала в этом направлении. Ну и в целом по этой карте подразумевается, помните, мы в самом начале с вами читали еще, что это работа над отношениями, то есть это как их созидание, как по тройке пентаклей, как паж, который готов также работать над отношениями. То есть он готов тюкать в одну точку, он готов заниматься этим усердно, долго, терпеливо, не ожидая аплодисментов, не ожидая какой-то похвалы, зная, что результат непременно будет. Вот это и есть та самая терпеливость в отношениях. Не просто терпеливость вот такая, да, что ты уже ранее что-то сделал, теперь ждешь. Нет. Ты сейчас делаешь и при этом проявляешь терпение, ожидая, что отношения будут вот такими. Хотя эта карта выглядит картой одиночества в какой-то степени, да, но когда мы говорим с вами о том, что это карта, которая показывает отношения двух людей, то это очень хорошая карта. Взаимная заботливость. То есть, когда оба человека, опять же, когда эта карта выпадает не на то, как один из них выглядит в паре, а как выглядит пара сейчас, или как выглядит взаимоотношения между Мэ и Жо, слева-справа, да, вот такие взаимоотношения. Можно сказать, что это взаимная заботливость. Оба человека работают над тем, чтобы создать эти отношения. Вспоминаем мы с вами Руфь и Вооз. Каждый из них со своей стороны позаботился о том, чтобы создать эти отношения. Руфь со своей стороны, придя ночью, Вооз только засветало, они распрощались, он ей отсыпал несколько мер ячменя, и он поспешил в город, занимаясь тем, чтобы устроить их отношения, и до конца дня, до захода солнца все было решено. Взаимная была заботливость. Внимательность. Мы видим, да, мы видели с вами, насколько внимательный был Вооз к Руфи, насколько
внимательна была и Руфь к нему, да, как она с почтением и уважением относилась к нему, несмотря на то, что он господин, без такого там какого-то благолепия, и как он к ней относился, без того, чтобы превозносить себя перед ней, хотя он и был господином. Ну и чувство такта, да, вот такое вот какое-то бережное отношение также здесь присутствует. Если мы говорим с вами о стихии Пентаклей, я здесь выделил прям отдельно хобби за деньги. Это когда человек занимается тем, чем бы он занимался бесплатно, но за это ему платят деньги. То есть это хобби, которое приносит конкретный доход. Это вот прям видно на этой карте. Человек это вот клепает, это он делает, и ему не важно, сколько он уже сделал, он будет делать еще, и еще, и еще, и еще, а монетки эти все сыпятся, эти тенге золотые. Просто потому что. Благоразумие. Мы о благоразумии поговорим, у нас уже это слово неоднократно всплывало. И, кстати, эта карта в некоторых толкованиях таки называется как владыка благоразумия. Вот этот аркан младший называется владыка благоразумия. Благоразумие – это как способность предусмотреть будущее, опираясь на те данные, которые ты уже имеешь. Когда мы говорим об обращении с финансами, это и есть благоразумие. И дальше я написал еще работа на пенсию, но, в общем-то, как раз работа на пенсию и подразумевает само по себе благоразумие, потому что, задумываясь о будущем, человек начинает уже работать сейчас для того, чтобы обеспечить себе то самое будущее. По мечам, стихия и мечей, воздуха, саморазвития. Это самодисциплина. Это вот способность заставить себя собирать колосья. Изо дня в день ходить на одно и то же поле, не будучи дома. Самоорганизация. То есть это способность заставить себя вставать каждый день в 5 утра. Даже если ты, может быть, не сразу поймешь, для чего это тебе надо. Это способность заставить себя сесть на диету, ежедневно употребляя там что-то. Или, наоборот, не употребляя. Это способность, в общем, любые какие-то действия, которые в первую очередь направлены на наше тело, но я уже говорил, порабощая, в хорошем смысле этого слова, порабощая свое тело, мы формируем свой дух, мы делаем его сильнее. Казалось бы, делая свое тело слабее, то есть мы в чем-то его ущемляем, в чем-то его заставляем, прижимаем и так далее, мы делаем наш дух более сильным. Все вы знаете, особенно это ощущается по спортсменам, у них очень сильный дух. Человек, который способен себе постоянно ставить новые цели и добиваться их любой ценой, идти к ним, у него очень хорошо сформирован дух, такой вот дух воина, пробивной, который способен преодолевать любые какие-то преграды. Усердие. Вот просто брать и бить в одну точку. Наметил, понял, делаешь. Не всегда это может ощущаться как хобби, иногда это может ощущаться как необходимость, но это усердие. То есть ты еще, может быть, не понял кайфа в том, что ты испытываешь, хотя по прямой карте, стоило бы именно такое усердие прикладывать. То есть усердие, которое уже тебе приносит кайф. Но мы все прекрасно знаем, как сложно заниматься спортом, как сложно в чем-то себя ущемлять, как сложно сесть на диету, как сложно заставить внедрить в своей жизни какую-то новую привычку. Но это все требует усердия, это все требует того, чтобы тюкать, тук-тук-тук-тук, вот в эти там пентаклики золотые и выбивать в них раз за разом какую-то красоту. Также это и сознательность. Это не интуиция, это не подсознание, это конкретное, четкое, ясное понимание того, что ты делаешь. Исполнительность. Исполнительность, ее, конечно, можно было бы отнести и к стихии жезла, то есть к карьере, к работе, потому что это человек исполнительный. Если ему дали задание, если поручили, он его сделает в лучшем виде, он доведет его до конца, он сделает его так, как не сделает никто другой. Он выжмет максимум из этой ситуации, из этой работы, из этого поручения, из этой карьеры, из вот того, чем он будет заниматься. Но, коль мы говорим о саморазвитии, то это будет исполнительность в том плане, что человек не оставит это. Он будет этим заниматься. Самомотивация. Очень важная штука, потому что
Порой нам так не хватает мотивации, нам так не хватает какого-то пинка, нам так не хватает того, чтобы кто-то нас встряхнул, сказал: Евгений, соберись, тряпка, надо это делать, потому что, и там какую-то включить музыку мотивирующую, включить какой-то такой трек, там какой-то фильм показать. Но должна быть и сама мотивация, должно быть ощущение, для чего я это делаю, да? Почему? Что меня заставляет поступать так? И когда эта самомотивация присутствует, ее не надо искать, она просто фоном по умолчанию идет, в общем-то все остальные вещи происходят автоматически. Появляется и усердие, и сознательность, и исполнительность, и самодисциплина. Вот такие вот аспекты мы с вами раскрыли, как эта карта может проигрываться у нас в наших разных сферах. Ну и стоит, конечно, сказать, как я уже это говорил неоднократно, словами пана Романа, относительно того, что каждый из тарологов должен набирать свои практические значения. Это скорее такое понимание, ощущение, что в этой карте заложено в каждой из сфер, но уже конкретно в практике могут нарабатываться свои конкретные значения. Как я говорил уже, да, эта карта, выпадая между мужчиной и женщиной, может просто указывать на то, что люди, вот прям между ними интимная связь, и они готовы в это вкладываться, если есть соответствующие карты, что это вот прям для них основа основ. Это не хорошо и не плохо, это так и есть, ну, скорее хорошо, чем плохо. Ну и тут осталось такое у нас уже, я бы сказал, приятное, такие вот факультативные вещи, поэтому те, кто слабенький сдулся, может уже собираться, кто посильнее, кто готов дальше усердно учиться и клепать те самые пентакли, может заварить новую чашку чая. Я думаю, что нам еще часа на пол где-то. Есть у нас еще 3 пункта. Посмотрим сделка, что такое за сделка и что-то вообще, и о чем это. Посмотрим Prudence, что это за раздел. И буквально немножко отниму вашего времени относительно искусства. Видите, здесь закладочки нет, но искусство будет. Подождите. Так, сделка. Я оставлю ссылку во время монтажа, и вы сможете перейти на сайт, даже скорее не во время монтажа, я ее оставлю в описании к видео, потому что там ссылка, которую лучше скопировать и перейти напрямую к этому тексту. Если уже захотите углубиться вот прям в самую суть. Но многие библеисты и теологи, они сталкиваются с неким несоответствием в переводе относительно вот того момента самого, когда Вооз объявляет родственнику, чье имя не называется, о том, что он может купить землю. И тот вначале соглашается, а потом он, когда говорит о Руфе, то он отказывается. Вот какая-то нестыковочка, непоняточка. Я попытался в этом разобраться и наткнулся на интересную статью. Теперь, когда мы понимаем фразу, ну, тут иврит, я его не смогу прочесть, в оригинале кто, может быть, видит, понимает, разбирается, поймет, о чем речь. В общем, теперь, когда мы понимаем фразу такую-то, как, цитата, «и действительно Руфь», причем Руфь выступает в качестве прямого объекта глагола «ты купила, Кэрри» или «я купила, Кетев», мы должны решить, какое прочтение более вероятно. Из контекста книги Руфь кажется очевидным, что именно Кетев, поскольку именно Вооз, а не родственник, купил Руфь. Чтобы объяснить, в главе 3 Руфь посещает Вооза ночью одна на гумне. Помните, да? В одном из переводов она обнажает его ноги. Там говорится, да, или она поднимает, как там в нашем переводе, как это сказано, 3.7. Вооз наелся и напился, развеселил сердце свое и пошел лег спать под Дискирда, и она пришла тихонько, открыла у ног его и легла. Что открыла у ног его? Покрывало, одежду. Но вот в моем переводе звучит это так. Открыла у ног его. Здесь обнажает ноги. Но суть понятна, да, нам и в одном, и во втором случае. И, проведя ночь, возвращается домой до рассвета. Так я его сказал, да, чтобы дело не стало известно, чтобы никто этого не видел. Ясно, что сцена имеет сексуальный подтекст. В Библии напрямую об этом не говорится. Я не хочу вот прям там кого-то порочить, говорить, что это так хорошо или плохо, но есть ощущение того, что
С самого начала, когда Наиминь говорит Руфи, чтобы она оделась, чтобы она помылась, чтобы она нанесла благовонные масла, чтобы она была в новой одежде, что ей следует говорить, как следует поступить, вести себя скромно, все как бы указывает на то, что она идет не говорить с ним, не деловая беседа будет. Это не хорошо и не плохо. Не стоит здесь не осуждать ее, не оправдывать, это просто данность того времени. Если так Наиминь советовала Руфи, значит так было, в общем-то, нормально в какой-то степени. Ясно, что сцена имеет сексуальный подтекст, хотя в тексте нигде напрямую об этом не говорится, что у Руфи и Вооза были интимные отношения, Вооза. Хотя Библия не говорит об этом прямо, из Мишны мы знаем, что мужчина может получить жену 3 способами. Соответствующая часть Мишны, Кидушина, 1 глава, 1 стих, гласит следующее, это не из Библии, если что. Женщина приобретается 3 способами. Она приобретается деньгами, документом или общением. Мы не можем знать, действовал ли закон Мишны в Древнем Израиле, но вполне вероятно. Итак, теперь правильный перевод Руфи 4 главы 5 стиха. Давайте еще раз его зачитаем. Вооз сказал: «Когда ты купишь поле у Наимини, то должен купить и у Руфи, моавитянки, жены умершего, и должен взять ее в замужество, чтобы восстановить имя умершего в уделе его». Соединяя воедино части, описанные выше, то есть энклитический мем и кетивное чтение, мы получаем следующий перевод. «И сказал Вооз, двоеточие, в день, когда ты приобретешь поле из рук Наиминь, троеточие, действительно, Руф моавитянку, жену покойного, я приобрел, чтобы воздвигнуть имя умершего в его наследстве». По общему признанию, мой перевод не дает плавного чтения, на что указывает многоточие. Но это нормально. Когда я реконструирую его речь, Вооз начинает с первой половины стиха, но затем обрывает свою мысль и вместо этого переходит ко второй половине стиха, заявляя, что он уже получил Руфь. Мы, читатели, не были посвящены во все, что происходило в главе 3, вот там ночью, да? Не только из-за проблем вуайеризма, в смысле подглядывания, но и из-за литературного эффекта. Если бы мы знали, что Вооз приобрел Руфь в результате полового акта в главе 3, неожиданное заявление нашего героя в то, что мы только что прочитали в 4 главе 5 стихе, не было бы для нас уже сюрпризом. Это хороший и известный литературный прием, с помощью которого персонажи знают что-то, чего не знают читатели. То, что мы могли бы назвать обратной драматической иронией, когда читатели знают что-то, чего не знают персонажи. Да? Точно так же, как мы, читатели, удивлены, узнав, что Вооз уже приобрел Руфь, то есть они женаты, так и родственник тоже об этом, соответственно, не знает, потому он и удивляется, потому вначале он соглашается купить землю, потом отказывается. В общем, почему родственник передумал? Заявление имеет желаемый эффект. Как только родственник узнает, что Вооз уже приобрел Руфь, он меняет свое мнение о выкупе земли. Хотя в статье 4 он был готов выкупить землю, да? Вот он говорит: «Я решился довести до ушей твоих и сказать», это говорит Вооз, «купи присидящих здесь и при старейшинах народа моего. Если хочешь выкупить, выкупай, а если не хочешь выкупать, скажи мне, я буду знать, ибо кроме тебя некому выкупить. А по тебе я». Тот сказал: «Я выкупаю», а потом меняет свое мнение. «И сказал искупитель: не могу я выкупить за себя, чтобы не погубить наследие моего. Выкупи себе ты наследие мое, ибо я не в силах выкупить». Должно быть, заявление Вооза изменило его мнение. Родственник предполагал, что, получив землю, он также получит Руфь, так сказать, в пакетной сделке, поскольку через Руфь он таким образом мог создать новую семью, включая детей, которые однажды вырастут и будут способны ухаживать за землей. Однако без Руфи родственнику пришлось бы разбавить свою нынешнюю семью, чтобы присматривать за той землей, которой он уже владел, в дополнение к новой земле, о которой идет речь. То есть это уже сложность, да? И он так и говорит, и в моем переводе тоже. Сейчас. «Не могу я взять ее себе, чтобы не расстроить своего удела».
То есть он возьмет только землю без Руфи, и его семьи не хватит, он расстроит свое дело для того, чтобы заниматься всем этим хозяйством, не получится. В этом смысле, в этом смысл его слов, далее цитата на иврите, «чтобы не погубить наследие моего». Ну, у меня, я же говорю как, «чтобы не расстроить своего удела». Суть одна и та же, смысл понятен. Обратите внимание, конечно, что еврейское слово «нахала» означает больше, чем просто английское «наследство», поскольку оно включает в себя поместья, наследство, земельные владения, неотчуждаемое имущество и многое другое. В качестве альтернативы, как предположили некоторые ученые, родственник может понять, что хотя поле временно будет принадлежать ему, в конечном итоге Руфь и Вооз родят собственного ребенка, возможно, в течение 1 года на самом деле. И таким образом поле вернется к этому будущему ребенку, который тем или иным образом будет считаться внуком Наимини и Елимелеха. Фактически, когда рождается упомянутый ребенок, Авид, мы о нем читали, да? Горожанки провозглашают: у Наимини родился сын. Ну, мы с вами об этом говорили, что когда Руфь родила ребенка, она в первую очередь родила его Наимини. Это как сын, который восстановил дом Елимелехов. Она как будто бы родила его на колени Наимини. Это ее теперь наследник. Следовательно, имею в виду одну или даже обе эти мысли, как только родственник узнает, согласно моему чтению, согласно Кетиву, что Вооз уже получил Руфь, он быстро меняет свое мнение. То есть ему такая земля уже не надо. Зачем ему такая земля? Вооз как бы обманул его, женившись на Руфе. Факт, который он, Вооз, знал, но которого родственник и читатель, и все старейшины не знали. То есть он так обустроил это дело, он так его обтяпал, что чтобы у родственника не было возможности теперь взять эту землю, ну, ибо он был бы в проигрыше, потому что Руфь уже не принадлежала ему. Он намекнул на то, что Руфь уже его жена, вообще-то он ее уже получил. На мой взгляд, сумма пунктов, сделанных выше, больше, чем все его части, поскольку это позволяет нам интерпретировать стих без текстуальной поправки и понять смысл всей истории. С предлагаемым здесь чтением все становится на свои места, и мы получаем еще большую оценку литературного блеска древнего писателя, который позволил нам лишь мельком взглянуть на действия в главе 3, а затем раскрывается все через голос одного из главных героев в главе 4. То есть, как бы вот она пришла на гумно, они там о чем-то договорились, и все, да. А вот сейчас становится понятно, что на самом деле произошло там ночью, да. То были просто намеки и подтекст, но в 4 главе, если докопаться до перевода, становится понятно, что произошло, когда Вооз и объявляет, что Руфь-то, в общем-то, и уже ему принадлежит. И родственник говорит: нате, здрасте, не надо мне теперь такая земля. Ага, сейчас земля, я ее обработаю, а через какое-то время родится у вас сын, и он потом будет претендовать на эту землю, ибо она по праву ему принадлежит. Не-не-не-не-не. Все шито белыми нитками, спасибо, не надо. Немножко мы эту тему с вами раскрыли и просветили. И, кстати, то, что между ними произошло той ночью в плане интима, нисколько не противоречит той самой 8 пентаклей и всему тому, как оно сложилось у нас в дальнейшем в их жизни. Отнюдь. Пруденс. Что это у нас такое? Что за иностранное слово такое? Пруденс – это у нас благоразумие. Она же фронезис, латинская прудентия. Способность различать соответствующий образ действий, который следует предпринять в данной ситуации в соответствующее время с учетом возможных последствий. Сложно. Давайте разобьем на части и разберемся. Во-первых, пруденс – это благоразумие, она же фронезис, она же прудентия. Что это такое? Это некая способность. С этим понятно, да? Это какая-то черта, это способность. Способность что делать? Различать определенный образ действий, который следует предпринять, то есть сделать сейчас, сделать в ближайшем будущем, в данной ситуации, в данное время, вот здесь и сейчас. Вот это благоразумие нам полезно здесь и сейчас.
с учетом возможных последствий. То есть мы как бы заглядываем в будущее, пытаемся проанализировать, сопоставить, а что может произойти, если я сделаю так-то и так-то. Вот это у нас благоразумие. Благоразумие это также способность управлять собой и дисциплинировать себя с помощью разума. Классически это считается добродетелью, и в частности одной из 4 основных добродетелей, которые вместе с 3 теологическими добродетелями являются частью 7 добродетелей. Да, вот есть 7 смертных грехов, есть 4 основные добродетели, есть еще 3 теологические добродетели, вместе они 7 добродетелей. Я, к сожалению, здесь не выписал этих 4 основные добродетели. По-моему, они в арканах присутствуют. Это сила, это справедливость, это благоразумие. 4-й не помню. Отшибло. Ну ладно. Значит, prudence – аллегорическое женское олицетворение добродетели, атрибутами которой являются зеркало и змея, часто изображаемые в паре с юстицией. Юстиция, она же правосудие. Написано «римская богиня правосудия». Почему зеркало? Почему змея? Сейчас поговорим об этом чуть-чуть. Я думаю, что у нас когда-то с вами будет возможность Prudence разобрать полнее, надеюсь, что будет такая возможность, и там эту тему можно будет раскрыть в большей степени и посвятить ей больше времени, но учитывая, что это у нас владыка благоразумия, и здесь мы видим то самое благоразумие и 8 пентаклей в карте Гюстава Дере, имело смысл об этом поговорить. Слово происходит от старофранцузского слова XIV века «благоразумие», которое, в свою очередь, происходит от латинского «prudentia», означающего дальновидность и проницательность. Снова-таки, да, это способность заглянуть в будущее. Мы находимся здесь и сейчас. Необходимо произвести какие-то действия, которые в будущем к чему-то приведут. И вот осознание и понимание этого, то есть составление картины будущего, дает нам понимание того, как действовать сейчас. Он часто, она, скорее всего, да, там благоразумие, ну это слово имеется в виду, оно, часто ассоциируется с мудростью, проницательностью и знанием. В данном случае добродетель – это способность судить о добродетельных и порочных поступках не только в общем смысле, но и в отношении уместных поступков в данное время и в данном месте. Хотя благоразумие само по себе не совершает никаких действий и занимается исключительно знанием, все добродетели должны быть регулироваться им, имеется в виду остальные 4 добродетели. В этике благоразумное суждение – это решение, при котором необходимо взвесить обстоятельства, чтобы определить правильные действия. Еще раз, в этике благоразумное суждение – это решение, вот сейчас, здесь, при котором необходимо взвесить обстоятельства, которые уже случились. Соответственно, нам нужно понимать связь с прошлым, да, и связь с настоящим. И помните, это еще способно заглянуть в будущее, чтобы определить правильное действие. Почему? Потому что это повлияет на будущее. Как правило, это относится к ситуациям, когда 2 человека могут по-разному взвесить обстоятельства и прийти к разным этическим выводам. 2 человека. Вот давайте мы посмотрим с вами. Вот, во-первых, гробница, я не помню точно, кого это. Здесь по углам как раз и расположены те самые 4 добродетели. Одна из них, вот она, смотрите, видите? Стоит человек с бородой и с лицом старика. Вот это Prudence двуликая. С одной стороны, это молодая девушка, с другой стороны, это лицо старика. Вот это статуя вблизи. Здесь мы видим ее лицо в виде молодой девушки, но обратная сторона – это лицо старика. Также мы видим зеркало. И здесь еще есть у нее некий такой инструмент в виде какого-то шагомера, либо циркуля. Но мы не будем сейчас пока на символике очень сильно останавливаться. Помните, только что мы с вами прочитали, что в 2 точки зрения, 2 вот этих взгляда, они
дают нам возможность посмотреть на ситуации с двух разных сторон. Почему молодая девушка, почему старик? Почему один смотрит в будущее, второй смотрит в прошлое? И почему зеркало? Зеркало как способность, глядя в зеркало, увидеть то, что происходит сзади тебя, то, что происходило в прошлом. Старик – это также некая мудрость, это какой-то накопленный, нажитый опыт. Девушка – это здесь и сейчас, это мы молодые, собирая все это вместе в одном теле, дает нам способность как раз благоразумно поступить, сделать так, чтобы в будущем было хорошо, сделать здесь и сейчас так, чтобы в будущем было хорошо. И вот еще одна из статуй Пруденс, она также изображена зеркалом и со змеей, видите, во второй руке, как принцип той самой мудрости, как лицо старика, если хотите. И еще одна Пруденс, которая также изображена зеркалом и со змеей, которая обвита вокруг руки. А это Тициан, аллегория благоразумия. Для Тициана благоразумие было подготовкой, предвидением и суждением, основанным на опыте и истории человечества. Три лица на картине представляют смену поколений людей. Молодые смотрят в будущее, а самые старые уходят в тень. Ну, то есть, видим, молодое лицо, оно на свету, а лицо старика, оно в тени. То есть, молодые смотрят на свет, свет будущее, да, мы смотрим, у нас есть путеводная звезда, которая светит в лицо, и свет в конце туннеля, который светит в лицо. А то, что позади нас, это тень, это темнота. Значит, молодые смотрят на свет, а самые старые уходят в тень, ну, а по центру, как бы, условно говоря, там вот человек, занимающий нечто среднее между одним и вторым. Слабая надпись над их головами может быть переведена как: «Исходя из прошлого, настоящее действует осмотрительно, чтобы не испортить действие в будущем». Вот это и есть благоразумие. Давайте еще раз мы посмотрим на эту живопись. Это и есть благоразумие, то есть сопоставление трех разных времен: прошлого, настоящего, будущего. Кстати, по-моему, мы нечто подобное с вами читали и относительно зодиакальных домов. Козерог символизирует воссоздание мира в прошлом, Телец – творческое настоящее, а Дева – работа ради будущего. Вот то же самое три единства, вот тех же самых три лица, которые мы с вами только что увидели у Тициана, которые отождествляются у нас с Пруденс, с благоразумием. Это способность на основании прожитого прошлого, опыта, именно здесь и сейчас действовать так, чтобы не испортить наше будущее. Для этого змея, для этого либо лицо старика, и либо зеркало. Некая такая символика, которая нам помогает посмотреть позади себя, что было, сейчас, прямо здесь, сейчас принять правильное решение, как бы мысленно заглядывая в будущее, а к чему же это приведет, и действовать так, чтобы это будущее не испортить. И все это очень хорошо у нас вяжется с тем, как действовала Руфь. Для того, чтобы не испортить свое будущее, для того, чтобы действовать благоразумно. Куда уж благоразумнее, когда в твоей семье в итоге рождается Давид, Соломон и Иисус Христос. Вот, ну что, как я обещал, еще мы можем с вами быстренько посмотреть на искусство. И некоторые, конечно, из картин мы видели с вами в прошлый раз, но мало ли, может кто-то эту лекцию смотрит, а прошлую не смотрел. Вот мы видим с вами совершенно потрясающую гравюру о том, как Руфь лежит вместе с Воозом. Видно, что полная кромешная темнота, ночь, видно вот там вдали люди, которые спят, лежат, и они сейчас о чем-то договариваются. Ну и здесь, конечно, прямой такой, не то чтобы намек, явно все указывает на то, что между людьми была интимная связь, и что по большому счету Вооз уже получил Руфь как себе жену. И хотя он сказал: уйди до рассвета, чтобы тебя никто не видел, но в этом он предусматривал свой, скажем так, свой какой-то умысел, дабы потом составить все дело с родственниками так, чтобы получить и Руфь
в виде жены и землю. Он просто прямым текстом и объявил. Дабы молва не пошла раньше, чтобы собрались старейшины, чтобы собрался тот человек, он ему просто объявляет это все. Здесь мы видим, как Руфь, вот она работает и общается как раз с тем самым Воозом. И видно, как много этих самых женщин, как много этих работников. И Руфь может пока ничем особо не отличаться от остальных. Это у нас свеженькое, 1901 год, гравюра. Давайте посмотрим что-нибудь подревнее. Рембрандт, 1645 год, не отличается красотой данное произведение. 1557-1591 год. Здесь как будто бы изображено две женщины. На самом деле это одна и та же Руфь. В одном случае, когда она поднимает, видите, как бы плащ, покрывало, оголяя ноги Вооза, ложится у его ног. Потом мы знаем о состоявшемся диалоге. И вот Руфь, она уже уходит с несколькими мерами ячменя в ожидании того, что Вооз скоро все решит. 1712 год. Также мы видим, Руфь работает, и он у своих слуг Вооз расспрашивает о ней. Это новодел, 1901 год. – 1557-1591 года. Здесь состоится диалог между Руфью и Воозом. И он говорит своим слугам, что, в общем-то, помогаете ей, не прогоняете ее, вы находитесь рядышком, чтобы она не чувствовала себя обездоленной. Это все то же самое. Здесь также. 1538 год, 1580, 1750. Вот эту гравюру мы с вами уже видели ранее. Это место и время сделки, когда родственник снимает свой сапог, там написано «снимает обувь» и в знак заключения сделки передает ее Воозу. Аналогичная сделка и здесь. Родственник снял свою обувь, отдает Воозу, и дело уже составлено таким образом, что Вооз получает теперь и землю, получает Руфь, и все состоится наилучшим образом. Ну вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что мы с вами смогли сегодня достаточно хорошо и полно раскрыть эту карту с разных сторон, и со стороны классической восьмерки пентаклей, и со стороны примера Руфи. В большей степени, конечно, она является здесь главным персонажем, но без Вооза ничего бы и не было. И взаимодействие этих двух людей в паре мы видим, к чему приводит. Мы видим, как действовала Руфь с самого момента, когда они вышли из Моавитской земли, как она вела себя с Наименью. Мы видим все ее благоразумие, все ее прозорливость, все ее действия, которые направлены на то, чтобы устроить будущее. Мы видим ее усердие, мы видим ее работу. Мы с вами поговорили о шестом зодиакальном доме. Дева, которая очень хорошо соотносится с этими двумя картами, очень хорошо соотносится с благоразумием, очень хорошо она нам говорит о возможности заглянуть в будущее, работать усердно здесь и сейчас для того, чтобы устроить свое будущее. В общем, повторяться не будем. Очень мне понравилась сегодняшняя карта и то, как оно все между собой сочетается, как оно ложится. Надеюсь, что вам также понравилось. Желаю вам удачи. Спасибо большое, что смотрели и смотрите меня. Всего вам хорошего и до свидания.